Привет, мои дорогие девочки! У нас здесь будет небольшой расклад, он будет без вариантов, так как мы с вами на канале о главном и случайном. И сейчас мы с вами такую тему разберем, как приобрести квартиру, дом. Ну, постараемся в 2026 году, кто к этому подходит, девочки. Но если вы только начинаете свой путь, то тоже посмотрите. Почему? Потому что все еще зависит от того, как вы собираетесь это делать. Она может прийти неожиданно, вот это вот вам недвижимость, а может и ожидаемо. То есть каждому свое. Давайте вот на картах Таро посмотрим, что сделать такого в 2026 году, чтобы к вам пришла ваша недвижимость. Квартиру вы купили, дом, там кто-то хутор хочет, кто-то комнату, кто-то еще что-то, кто-то еще. У каждого свои желания насчет недвижимости. И мы с вами посмотрим, как приобрести квартиру, дом. Вот, или как сделать так, чтобы это желание побыстрее сбылось. Десятка кубков, девочки. Это мена. То есть ваша... Это карта сигнификатор. И смотрите, в 2026 году что вообще ведет к тому, чтобы вы почувствовали, что вы это жилье приобретете? Первое, самое главное, это то, что придется меняться, да? Придется меняться не в плане недвижимость на недвижимость, нет. Ну, это может быть, но не совсем то. Дело в том, что с приобретением недвижимости идет отказ от чего-то. И этот отказ может быть сначала, а потом приобретение недвижимости, либо приобретение недвижимости, если вы уже накопили, вы собираетесь в 2026 купить что-то, да, и потом отказ. Отказ какой? Вот это вот самое сложное, что надо озвучить. Это, девочки, по десятке кубков, это, возможно, уход ваших каких-то людей, близких, родственников, да. То есть вот это больше похоже на наследство. То есть когда уход кого-то, и потом идет недвижимость, да, то есть дележка чего-то, или деньги какие-то добавляются, потом на которые в том числе будет приобретена эта недвижимость. Это, девочки, вы должны быть готовы. Чем сильнее ваше желание купить что-то, и если вы в этом 2026 году, ну, это, кстати, не только к этому, мы еще на 27-й, на 28-й год не смотрели, да, но по факту это обмен, девочки. И это обмен, грубо говоря, душ на недвижимость, на то место, где ваша душа будет жить. И она связана с тем, что, скорее всего, если от вас отказываются родственники, если у вас там накаляются, да, отношения до предела с вашими близкими, какими-то родными, если они вас могут лишить чего-то, да, то есть лишить наследства, если вы выясняете, вот это всех касается, кто подходит к этому возрасту, когда близкие в 20 лет, это, в принципе, знаете, вот не особо кого беспокоит, а дальше, девочки, это начинается просто трындец. Если вы когда-нибудь связывались с тем, что вам отдадут, да, ваши бабушки, дедушки, родители, включат ли они вас в наследство, вы будете очень сильно удивлены на самом деле, да, что не совсем будет делиться так, как вы думаете, или как это, в принципе, даже по нормам морали, какой-то нравственности может происходить. Далеко нет. То есть и тут вот эта десятка кубков — это карта, которая говорит о том, что чем ближе к вам недвижимость, тем больше таких перемен в отношениях с людьми вас ждет. То есть, например, если, например, кто-то вас выгнал из дома, да, выгнал из квартиры или хочет очень сильно вас выселить, выгнать или воспользоваться вот этой недвижимостью, в которой вы живете. Все, девочки, может быть, вы сейчас не удивляйтесь, о чем я говорю, да, потому что многие этого еще не коснулись, но многие этого коснутся, и это происходит со всеми происходит. Так вот, поверьте мне, вот в этом моменте все устаканивается, да. Если вас чего-то лишают,
или не хотят, или уже в мыслях где-то есть такое у кого-то, что вам ничего не дастся, какого-то фига, по волшебству, по каким-то таким, знаете, невидимым путям, но вполне, скажем так, понятным. Ну, с точки зрения эзотерики, это точно. Эта недвижимость к вам придет. Понимаете? То есть, если вас мать родная выгоняет из дома, или не хочет, чтобы вы там существовали, или вам ваши бабушки и дедушки ничего не оставили, поверьте мне, вы будете иметь эту свою недвижимость 100%. Именно вашу, ничего. Она будет записана на ваше имя. Вам Боженька все даст, понимаете? Все даст. Высшие силы все вам дадут. И дело в том, что если вас где-то кто-то обижает, если кто-то вот, и даже вы можете этого не замечать, но как-то недвижимость каким-то образом идет вам в руки, это говорит о том, что вас где-то чего-то лишили, вас где-то чего-то, вас где-то обидели за вашей спиной, и, может быть, вы еще пока об этом не знаете. И если вы очень сильно стремитесь приобрести квартиру, дом, да, любую вот, мы офисную сейчас не берем, это больше там с денежным каналом связано, да, но вот если вы в 2026 году стремитесь приобрести уже в этом году, вы собрали денежку, ипотеку приобретаете, все остальное, это будет связано с уходом каких-то людей, ваших близких или близкого человека, да, то есть происходит такая рокировка ваших близких. И это вот прям, это вот очень сложно объяснить, например, я хотела сделать такой, знаете, небольшой расклад на минут 10-15, да, и если я буду вот эту вот тему сейчас вам прям рассказывать, как это идет, то это прям... Ну вот как мне, чтобы рассказать, поделиться вот этим, да, это же час, то точно, час-два. Так вот, девочки, вот всегда знайте, как только вот это вот надо просто зарубить себе на носу, на своем, и вы можете вот с этой точки зрения смотреть, как что делится у кого-то, на примерах, близких, не близких, там, знакомых и все остальное, вы будете это видеть, да. Если кого-то чего-то лишают, если у кого-то что-то исчезает, потом оно появляется, девочки. Все равно вот это вот весы, они выдерживаются. Поэтому если вдруг в этом году у вас будет происходить такая рокировка ваших родных и близких, и вы как будто бы при живых их теряете, это говорит о том, что ждите, скоро у вас появится ваша недвижимость каким-то немысленным, необъяснимым, нелогическим образом. Понимаете? Или это наоборот, если вы сейчас приобретаете в 2026 году, берете там ипотеку частично или еще что-то, или вот как-то к вам приходит недвижимость, но у вас ничего такого не произошло, ждите, потому что либо вот после того, как вы эту недвижимость возьмете, приобретете, вот эта какая-то рокировка будет, и она будет достаточно болезненной. Потому что, девочки, недвижимость, она вот всегда с этим связана. Почему? Это, девочки, новое гнездо. Вот к этому так вот, если по-быстрому объяснить, это ваше новое гнездо. Понимаете? И когда возникает ваше новое гнездо, другое гнездо утрачивает силу, да. То есть вот такое вот. Или то гнездо, в котором вы сидите, утрачивает силу для вас, должно появиться вот это новое гнездо. Это такой вот закон, девочки. Как приобрести дом, квартиру. Приобретете, император выпадает, тройка мечей. Смотрите, девочки, путь к вашей недвижимости вообще какой, да, через тройку мечей. Ваша недвижимость, ваше желание приобрести недвижимость, ваши просьбы денег там или еще что-то будут восприниматься в штыки. Готовьтесь, да, к этому. Никто не будет одобрять. И никто не будет помогать. Кто будет рядом с вами, когда вы будете хотеть это жилье свое, да? Мы, в общем, говорим про квартиры и про дома. Смотрите, верховная жрица и четвертый старший аркан императора. Между ним тройка мечей. Это, девочки, у вас, вам будут помогать люди,
которые, в принципе, в вашей жизни какого-то прямого участия никогда не имели. Или, возможно, те, которые как-то к вам никакого участия и вот, ну, как бы никаких близких связей у вас с ними нету. И в основном это может быть очень близко, важное, значимое участие, вот риэлтора, к примеру, к которому вы обратились, да, или человека, который решает, дать вам кредит или не дать, к примеру, да. Это такие вот люди третьего, четвертого круга. Это совершенно не близкие. То есть, когда вы вот собираетесь в этом 2026 году приобрести, купить недвижимость, квартиру, дом для себя, никогда в этом году, тем более, не надейтесь на своих близких, не надейтесь, вы будете ранены, вам могут воткнуть какие-то, знаете, палки в колеса. Это как минимум, да. Будут как-то говорить какие-то плохие слова, удручать вас, говорить, что им нужнее, чем вам и все остальное. То есть вы обращаете внимание только на ту помощь других людей из третьего, четвертого круга. Третий, четвертый круг — это, девочки, не ваши родственники, не ваши возлюбленные, не ваши друзья, не ваши подруги, а те, которые каким-то функционалом обладают, понимаете? Даже вот какой-то человек с улицы, с которым вы просто вот где-то да вы не знаю, в автобусе вместе ездите и разговариваете, вот хочу квартиру купить. И то вам больше лучше советов даст, поддержит вас, смотивирует как-то, да, чем, например, ваши все родственники, близкие и все остальное. Купите вы свою недвижимость, идет она не очень легко, солнце идет, семерка костей. Не совсем это будет какая-то надрывная покупка, где вы истратите все свои последние сбережения, да, на это. Нет, девочки, вот она, недвижимость, вот она, 16-й старший аркан башня, и солнце выпадает, и семерка костей. То есть недвижимость будет куплена. Будет куплена хорошая квартира, будет куплен хороший дом, если вы уже на это накопили денежек, да. То есть вот в 2026 году, если вы собираетесь что-то приобрести, приобретайте. По семерке костей вы не потратите все деньги на это. То есть обращайте внимание на свою денежную массу, которую вы вкладываете в эту свою недвижимость, потому что вам должно что-то остаться, да. И это, например, какие-то вот проценты, например, на новые окна, на ремонт какой-то там, на какие-то такие вот моменты. Купите, девочки. И хорошая ли эта покупка будет, если вы в 26 году будете покупать? Да, хорошая. Маг, девочки, выпадает. Это те, кто уже собрался в 26 году покупать недвижимость, покупайте, не бойтесь. Маг выпадает. Сила выпадает и правосудие. Но знаете, а кто этому не будет рад? Девочки, и смотрите, вот если вы будете записывать свою недвижимость на себя, да, то берегитесь подкладов. Вот если вот, ну, всякие условия бывают, да, то есть вы на кого-то можете записывать, а может не сами приобретаете, а муж, к примеру, ваш приобретает. Если вы приобретаете на свое имя, то в ближайшее время желательно туда никого не запускать, не показывать эту приобретенную квартиру, приобретенный дом каким-то своим близким. Вот этот свой близкий круг, месяца 2 минимум, мы в эту квартиру, в этот дом не допускаем ни в коем случае, потому что высокая вероятность подкладов, высокая вероятность энергетической грязи, которую вам туда занесут как хозяйки. Королеву кубков, которую могут обидеть, понимаете? Вот этим неуважительным отношением. Да, девочки, очень вас... Смотрите, очень большая вероятность этого. А знаете из-за чего? Шестерка костей здесь выпала, да? Потому что все будет восприниматься другими, как хвастовство ваше. Ишь ты, денег нашла на квартиру или денег нашла на дом. Ишь ты! А, кстати, вот, ну, насчет меня, например, я переезжала, кстати, из города в деревню, да, и тоже, девочки, у меня чуть ли не до скандала доходило, что я говорила, что я не хочу никого видеть. И вы думаете, мне на порог не приходила, мне однажды тоже пришла какая-то тетка, которая там что-то, ну, ее муж хотел там что-то посмотреть, как там, ну, что-то там на участке было сделано, да, и с ребенком девочка пришла.
отец, они хорошо себя нормально вели, такие, видно, нормальные люди обычные, вот пришли и все. И мамаша пришла, боже ты мой. Понимаете, вот уже прям на морде было написано, чтобы такого сказануть, чтобы вот как-нибудь уколоть и все остальное. Так что, мои дорогие, здесь будьте осторожны. В ближайшие 2 месяца после покупки дома или квартиры не пускайте туда никаких своих близких и подруг, друзей. Не пускайте. Говорите, у меня там ремонт, у меня там не прибрано, я еще обосновываюсь, потом как-нибудь приглашу. Вот так вот, девочки, хотя бы месяца 2. А что делать, если вы не собираетесь приобретать в этом 2026 году, но очень хотите свое жилье? Как приобрести это? Девочки, вот кто будет собираться, смотрите, как в этом году подкопить деньги, например, на то жилье, которое вы купите позже, да? Тут, кстати, вот расклад ну, вот для всех я не увидела здесь, что вот кто-то бедненький останется без жилья. Нет, все девочки будут с гнездышками. Просто каждому свое время. Так вот, девочки, смотрите, в 26 году, если вы копите на свое жилье, какие тут деньги идут именно на жилье? Те, которые надо будет урвать, те, которые надо будет вырвать, да, из лап каких-то других людей. То есть требовать своего, забирать своего. Вот эти вот тяжелые деньги, когда... это не легкие деньги. В 2026 году легкие денежки не идут, девочки, на покупку своего. Это как вырвать, урвать, забрать. Это эмоциональное напряжение с вашей стороны идет, да. И вот эти вот деньги, которые вот в руках как горячие, да, из-за того, что вы за них вот прям как дрались, да. Вот эти деньги, если вы будете откладывать на жилье, вот они будут иметь ценность, потому что другие, как будто, знаете, их не видно, не слышно. Но отложите. Давайте еще. Как приобрести квартиру? Как приобрести дом? Как приобрести квартиру? Как приобрести дом? Девочки, смотрите, дом тут интереснее, конечно, история идет. Квартира попроще. Ну вот смотрите, как приобрести квартиру. 7 пентаклей и рыцарь пентаклей выпадает. Тут, девочки, смотрите, надо про квартиры. Почему-то идут темные квартиры, да. Я не знаю, как это понять, оно по-разному, девочки. То есть вот когда вы будете думать про квартиру, думайте про какую-то темную квартиру. Темная квартира. Как приобрести ее темную квартиру? В темную. Мне какой-то диалог идет. Сейчас я его открою. А что это говоришь? Что ты говоришь? Кто, девочки, из вас хочет собрать на квартиру, вот самый главный совет от карт какой идет, да? Тебе будет мешать мужчина, брат. Это будет вот кто-то мешать мужского пола. И желательно не говорить о том, что ты хочешь купить квартиру, потому что вот этот тот, кто мужского пола, он все время будет ныть и, возможно, просить деньги у тебя все время или смотреть, где ты эти деньги прячешь. То есть вот, девочки, кто пытается или кто хочет приобрести квартиру в этом 26 году, вы не говорите никаким мужчинам про то, что вы хотите приобрести эту квартиру, да. То есть вот тем заинтересованным, тем, кто мог бы быть заинтересован либо в деньгах, либо в вашей квартире, в использовании ее, да, желательно, чтобы вы не говорили. Потому что идет какой-то мужчина, он молодой, да, и вот как не хочется ему вообще ничего не говорить. Странно. А насчет дома, девочки, кто хочет насобирать денег на дом и приобрести дом, это хорошая покупка будет, потому что это будет дом с привидениями, с домовым.
Ну, для меня, например, это отличный вариант. Например, Паш Пентаклей и карта нулевого старшего аркана дурака — это дом с паранормальными явлениями. Ну, хороший такой, знаете, богатый. Там еще и клад какой-то есть. То есть, смотрите, кто будет, девочки, кто хочет купить дом, знаете, какой вам дом идет? Вам дом идет с чем-то паранормальным, это раз. Во-вторых, ну, с хорошим, кстати. Вот как по мне, хорошая энергетика идет. А во-вторых, там что-то еще, что-то ценное будет для вас. Либо это кто-то забудет, либо это будет спрятано, да, то есть какая-то такая ценность идет. Интересно. Так, как приобрести? Вот что делать в этом 2026 году, чтобы побыстрее купить недвижимость? Вот смотрите, выпадала десятка кубков, да? Говорит, а сейчас десятка пентаклей. А не спеши, не спеши. Купишь ты все. Аркан 17, звезда выпала. Суд, императрица, король кубков. Он сам к тебе придет. Девочки, мне такие классные карты тут выпали, да? Я вот делаю. Смотрите, девочки. В 2026 году ты не спеши, например, за 2026 год, например, даже насобирать или где-то взять эти вот деньги на какую-то недвижимость, да, просто равномерно. Желательно, например, каждый месяц, а вот в 2026 году откладывая вот просто ровную сумму каждый месяц. Вот какое-то определенное количество денег, да, чтобы она в одном месяце была похожа на ту же сумму, которую это не надо там не меньше, не больше, не хаотично, а одну и ту же сумму. Причем, девочки, знаете, какая очень хорошо делается? Вот я разные такие пробовала такие штуки. Вот, например, вот мне интересно было, как в эзотерике работают копилки, да, и какие копилки работают, какие не работают. Мне, девочки, знаете, что больше всего зашло? Вот именно мне. Я думаю, может, попробуйте тоже. Вот кто-то хранит деньги в книге. Я не советую деньги в книге, потому что деньги в книге, девочки, из последних, кто я знаю, кто хранит деньги в книге, там это деньги, которые будут на лекарства, там или на такие вот расходы идти, да. В стеклянных банках я тоже не советую. А знаете, мне нравится в шкатулках. Шкатулки, потом такие вот мягкие с молниями, застежками. Вот то, что с застежками, мне больше подходит, чем, например, копилка с дыркой какой-то, или стеклянная, либо керамическая. То есть, или там нержавейки, или сейф. Вот сейфы, кстати. Но сейфы немножко другую функцию выполняют, да. То есть, если у вас именно копилка, сейф — это сейф, а копилочку, пожалуйста, можете вот какую-нибудь шкатулку, девочки, использовать, любую, да, с застежками какими-то, чтобы она такая вот красивенькая была. Ну и желательно, конечно же, спрятать, чтобы не особо туда лезли другие люди. И откладывайте именно равномерную сумму. И причем, девочки, я вам скажу так, да, вы можете либо вот уже конкретные деньги откладывать, либо это может быть такие вот суммы, которые, знаете, как вот, это же договор купли-продажи, приобретения недвижимости, да, и тут пойдут, например, возьмите купюры, одну купюру в одном месяце положили, в другом месяце положили такую же купюру по номиналу. И вот одного номинала, например, купюры целый год вот и откладываете. Можно не один раз в месяц ложить, а несколько. Ну вот можно вообще мелкие деньги ложить, но вот номинал, чтобы один и тот же был. И когда вы ложите в эту вот свою сундучок, вашу шкатулку, да, или вот типа а-ля косметичка с этими, с молниями, да, и вы говорите, на что вы ложите, да, кладете эти деньги, да, вы говорите, это на дом, это мне на квартиру, это мне на квартиру, это мне на дом.
Это мне на дом, это на квартиру. А еще знаете, как произносите свое имя, девочки. И обратите внимание, как вы его произносите. Вот вам имя кажется чужим или родным? Чужим или родным вам кажется имя. И вот пообращайте внимание, как вы это... Это дом мне Маши, это дом мне Марии, там, это дом мне Юлии, это дом мне Натальи. И как вы чувствуете вот это вот свое имя, кстати? Тоже интересный такой момент. Давайте еще посмотрим, девочки. Сейчас я... Как приобрести квартиру, дом? Приобретете, девочки, соберете сумму и приобретете. А в ипотеку можно брать? Ипотеку в этом году лучше, девочки, не брать, если возможно, да. Потому что повешенный и туз мечей выпал. То есть тут карты говорят, что ты сначала собирай денежку, собирай туз костей. А на ипотеку туз мечей выпал, им повешенный, да. То есть желательно, чтобы вы вот большую часть денег как-то вот или насобирали, да, или, может быть, как-то посмотрите вот эти условия кредита, условия вот этой вот ипотеки, почему вы хотите взять, когда вы будете брать. Поменяйте время, когда вам, например, назначают это время для рассмотрения вашей ипотеки, там все такое, да. Обратите внимание, если вы хоть что-то чувствуете, что-то не то, подождите, девочки, вы всегда успеете эту ипотеку взять. Отложите ее на какое-то определенное время. Такие дела. Ну вот такой, девочки, получился у нас небольшой расклад. Надеюсь, он вам поможет. Все, котики, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.